Хатидже Султан родилась в 1496 году в семье Селима I Явуза и его первой жены Хавсы Султан. Была названа в честь первой жены пророка Мухаммеда. В 1518 году в возрасте 22 года была выдана замуж за государственного чиновника Искандера Пашу. Но вскоре после свадьбы он умер, и Хатидже вернулась жить к матери и брату Сулейману Манису. Когда в 1520 году Сулейман стал султаном, она вместе со своей семьей переехала в Стамбул. В 1524 году состоялись пышные торжества по случаю женитьбы друга султана Сулеймана, великого визиря Ибрагима Паши. Современники писали, что гуляния затянулись на 14 дней и были потрачены приличные суммы из бюджета. Такие расходы вызвали возмущение среди солдат, ведь им не платили жалования. В Стамбуле даже возникли волнения. Султан Сулейман присутствовал на торжестве и подарил молодоженам огромный дворец на ипподроме в Стамбуле. Долгое время считалось, что женился Ибрагим на Хатидже. Эту версию взяли за основу создатели исторического сериала «Великолепный век», показав романтическую любовь между Хатидже и Ибрагимом. Но в действительности этой романтической сказки не было. Позже в архивных источниках были найдены письма жены Ибрагима, подписанные именем Мухсине. Она была знатного происхождения и, по последним историческим данным, была дочкой той самой вдовы, в дом которой попал Ибрагим после похищения пиратами. Известно, что Мухсина пыталась отказаться от брака с Ибрагимом, не желая выходить замуж за бывшего раба своей семьи, но изменила свое решение. Из их переписки можно понять, что между супругами установились нежные и доверительные отношения. Хатидже Султан еще раз вышла замуж, но имя ее второго мужа в истории не сохранилось. В этом браке Хатидже родила двух дочерей – Ханым Султан и Филане Султан. Ханым Султан похоронена рядом с могилой Хюррем Султан. Этот факт предполагает, что в действительности никакой вражды между Хюррем и Хатидже не было, и женщины жили в мире и согласии. В 1521 году от оспы умерли сразу два малолетних сына султана Сулеймана. Он только год назад зашел на османский трон и еще не задумывался над строительством собственной мечети. Поэтому он принимает решение построить мавзолей Шахзаделы для умерших сыновей на территории мечети своего отца, султана Селима I Явуза. В 1526 году в мавзолее хоронят еще одного сына Сулеймана от Хюррем – Абдуллу. В 1538 году в этом мавзолее появляется четвертая могила сестры Сулеймана Хавизе Султан. Хатидже Султан также была похоронена в мавзолее Шахзаделы. Ее могила стала пятым захоронением в этом мавзолее. Могила Хатидже должна была давать ответ о дате смерти султанши, но, к сожалению, это единственное из 5 надгробий, на котором нет даты смерти. Во всех исторических источниках дата смерти Хатидже указана как после 1538 года. Каждый день изучаются архивные документы, и, надеюсь, мы скоро узнаем новые подробности из жизни этой загадочной султанши. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много всего интересного.